Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать! Сегодня мы поговорим о традиционной русской обуви. В старину люди в России носили совсем не такую обувь, как мы носим сегодня. Тогда не было фабрик и магазинов, и все делали своими руками. Если вы готовы узнать что-то новое о культуре России, тогда присаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Самая известная традиционная обувь в России – это лапти. Лапти – это обувь, сделанная из коры дерева. Чаще всего использовали липу или березу. Кору нарезали на длинные полоски и плели из них обувь, как корзину. Лапти были легкие, дешевые и удобные, но быстро изнашивались. Их привязывали к ноге шнурками из того же материала. Лапти были очень удобные, однако недолговечные. Они быстро ломались. Их можно было носить только 1 неделю, а потом надо было делать новые. Так в год человек изнашивал около 50 пар. Представьте, каждую неделю надо было плести новые лапти. Их носили крестьяне, особенно в деревнях. На 1 пару лаптей уходило всего несколько часов работы. То есть, чтобы сделать лапти, нужно было потратить несколько часов. И у крестьянина опять были новые лапти. Хорошо, что в России много лесов и деревьев. Представьте, сколько материала в год уходило на лапти. Зимой в лаптях ходить было холодно, поэтому зимой носили валенки. Валенки – это теплые сапоги из овечьей шерсти. Они мягкие, пушистые и хорошо сохраняют тепло. В таких сапогах ноги не мерзнут даже при сильном морозе. Интересно, что сначала валенки носили только богатые люди, потому что они были очень дорогими. Широкое распространение валенки получили только в XIX веке, когда началось промышленное производство. Валенки носят зимой, когда лежит сухой снег. Если снег мокрый или идет дождь, в валенках нельзя ходить, ноги мокнут. Валенки – это настоящий символ русской зимы. Их носили и взрослые, и дети. А сегодня валенки снова популярны. Дизайнеры делают современные модели с подошвой, узорами и даже с яркими цветами. А в праздники и зимой часто носили сапоги. Их делали из кожи. Это была дорогая обувь, поэтому не каждый мог ее купить. У мужчин были простые черные сапоги, а у женщин красивые, украшенные вышивкой. Интересно, что в России обувь всегда показывала, кто ты и откуда.
Если человек носил лапти, значит он крестьянин. Если сапоги, значит богатый. А валенки были для всех. Ведь мороз не выбирает, кто ты, богатый или бедный. Сегодня лапти и валенки можно увидеть в музеях или на народных праздниках. Валенки до сих пор продаются зимой, а лапти часто покупают туристы как сувенир, символ старинной России. Традиционная обувь – это часть истории русского народа. В России, в Тверской области, есть музей, который называется «Русские валенки», который открылся в 2012 году. Здесь рассказывают историю русских валенок и проводят экскурсии. Я никогда не была в этом музее, но думаю, что он довольно интересный. Ну а я заканчиваю свою историю. Спасибо, что вы слушали. Напишите в комментариях, видели ли вы когда-нибудь русские валенки или лапти. Ну а я прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого доброго. До встречи в следующем выпуске.